Обычным утром на строительной площадке солнце только-только начало выглядывать из-за горизонта, а рабочие уже были начеку, готовые к очередному напряженному рабочему дню. В воздухе витала пыль, поднятая шагами работников, каждый из которых был готов к выполнению задач и испытаниям этого дня. Однако именно в это утро должно было произойти нечто необычное, неожиданное событие, которое изменит их распорядок дня. Руководитель группы Джун наблюдала за рытьем нового участка. Строительная техника издавала какофонию звуков, когда грунт смещался под контролем опытных операторов. Внезапно, среди непрекращающегося грохота машин, раздался странный звук. Резкий, полный отчаяния крик, казалось, исходил из глубин земли. Работники замерли на месте, испытывая смесь недоумения и озабоченности. «Кто-нибудь еще это услышал?» — взмолился Джун, пытаясь определить источник шума. Еще один скулящий звук, на этот раз более слабый, разнесся по строительной площадке, казалось, он доносился из свежевырытой ямы. Педро, его коллега, воскликнул, что там что-то есть, и указал на дыру. Джун не растерялся и бросился туда, а за ним и остальные бросились в погоню. Инстинктивно он опустился на колени у края дыры, пытаясь разглядеть источник тревожных звуков. Когда он заметил легкое движение среди густой грязи и мусора, его лицо стало серьезным. «Здесь есть что-то живое. Мне нужен фонарик и веревка. И как можно скорее. Прежде чем мы продолжим, если вы здесь новичок, не стесняйтесь поддержать нас, нажав кнопку «Нравится», подписавшись и включив колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить наши истории». Он осторожно спустился в яму, используя фонарик, пока его глаза привыкали к темноте. Свет осветил маленькое, перепачканное грязью существо, в глазах которого отражался страх. Джун успокаивающим тоном заверила малыша, сказав: «Все в порядке. Мы заберем тебя отсюда». Он медленно обвязал веревкой маленькое дрожащее тельце, жестом приказав команде вытаскивать его наверх. Постепенно существо, мокрое и покрытое коркой грязи, поднялось из глубокой ямы, пока, наконец, не оказалось в безопасности. Вся съемочная группа столпилась вокруг, на их лицах читалась смесь любопытства и беспокойства. Педро заявил, что, по-видимому, это был молодой пес, когда он вытер с него грязь, чтобы лучше видеть. Тело маленького животного дрожало, оно было явно истощено и напугано. Джун приняла срочное решение. «Нам нужно отвезти его в клинику дикой природы. Давайте хорошенько вымоем его и проверим, не пострадал ли он». С большой осторожностью они тепло укутали животное и поместили его в грузовик Джун. Поездка в клинику дикой природы была быстрой, но сопряжена с неопределенностью. Все вместе они надеялись, что юное создание поправится, и с нетерпением ждали возможности определить, что это за животное. По прибытии в клинику их встретил ветеринарный персонал, который незамедлительно отправил животное на обследование. Команда осталась снаружи, нервничая и обеспокоенная, делясь рассказами о том, как они наткнулись на это существо, и размышляя о том, какое существование оно вело до своего непредвиденного спасения. Ветеринарная клиника была оживленным местом, где обитали различные виды животных, за которыми ухаживала преданная своему делу команда. Появление новичка вызвало как интригу, так и спешку. Ветеринары, привыкшие к нестандартным сценариям, быстро приступили к работе, чтобы оказать помощь вновь прибывшим. Пока Джун и остальная команда наблюдали за происходящим, в комнату ввели маленькое, покрытое коркой грязи существо. Они стояли в зоне ожидания, встревоженные и нетерпеливые, пока не закрылись двери смотрового кабинета. Тишину нарушало только жужжание мониторов и негромкая болтовня ветеринарных специалистов. В смотровом кабинете доктор Хелена, опытный ветеринар, руководила командой. «Нам нужно срочно вымыть этого малыша», произнесла она, беря сосуд с теплой мыльной водой. Легкими движениями она начала счищать грязь, покрывавшую существо. Когда слои грязи были счищены, существо приобрело подлинный вид. Марчелло, один из ассистентов, заметил, что оно не похоже на щенка, и нахмурил брови, наблюдая за процессом чистки.
«Телосложение и структура стопы различны», ответила доктор Хелена, поглощенная своей работой. «Давайте посмотрим, что скрывается под всей этой грязью». Животное, поначалу оцепеневшее и испуганное, начало расслабляться под воздействием теплой воды и успокаивающих прикосновений ветеринара. Его уши, ранее скрытые грязью, теперь торчат вперед, придавая им заостренную и изящную форму. Его мех, теперь тщательно вычищенный, приобрел сияющий красновато-оранжевый оттенок. «Подождите», — сказала доктор Хелена, ошеломленная открытием. «Это не собака. Это рыжая лиса». Ассистенты обменялись удивленными взглядами. «Лиса? Как она попала на строительную площадку?» — спросил Марчелло, осторожно вытирая животное полотенцем. «Возможно, мы этого никогда не узнаем», — парировала Хелена. «Сейчас важно позаботиться о ней и убедиться, что она в хорошей форме». Она внимательно осмотрела лису, пытаясь найти повреждения и симптомы недоедания. К счастью, лисенок оказался в целом в хорошем состоянии, если не считать нескольких царапин и значительного количества грязи. «Нам нужно дать ей прозвище», — заявил Марчелло, улыбаясь и нежно поглаживая теперь уже очищенную голову лисы. «Что, если мы выберем Матси?» Из всей грязи, в которой мы ее нашли, доктор Хелена рассмеялась, соглашаясь. «Это Матси. Пришло время придумать это имя и подготовить ее к успешному выздоровлению». Там, где ждали остальные, Джоан и его команда с каждой минутой становились все более встревоженными. Наконец появилась ветеринар Хелена, неся на руках гораздо более чистую и заметно успокоившуюся Матси. «На руках у нее молодая рыжая лисичка», — объяснила Хелена, и ее лицо озарила улыбка. «Ей примерно 4 месяца, и, несмотря на первоначальный испуг, она здорова». Это открытие ошеломило работников. «Лиса?» Все это время мы были убеждены, что это собака. Педро расхохотался, но мы просто обрадовались, что она в безопасности. Конечно, с ней все будет в порядке. Хелена успокоила их и позаботилась о ее благополучии, пока она снова не будет готова бродить по своей естественной территории. Джоан сияла от чувства выполненного долга. Мы рады, что сделали то, что было необходимо, и привезли ее сюда. «Большое спасибо, доктор. Наш долг — помочь», — ответила Хелена, похлопывая Матси по плечу. «Восстановление может занять некоторое время, но она, безусловно, скоро будет готова к жизни в дикой природе». Когда команда охраны здоровья дикой природы унесла Матси в удобное место для отдыха, облегчение и радость среди работников были ощутимы, когда они прощались. Им удалось спасти жизнь, и они будут беречь ее вечно. С тех пор каждый день Матси был наполнен заботливым уходом, благодаря чему она стала всеобщей любимицей в доме престарелых для диких животных. Не только ветеринарная бригада, но и посетители были полностью покорены очаровательным обаянием и целеустремленностью Матси. Доктор Хелена, руководившая спасательной операцией, регулярно заглядывала к нам. «Ты прекрасно поправляешься, малышка», — заметила она однажды, слегка касаясь лба Матси. Хотя Матси, снова став лучезарной, больше не сторонилась людей. Следы ее дикости все еще были заметны. В лечебных комнатах у нее была своя ниша, оборудованная игрушками, водой и питательными свежими продуктами. Вместе с Хеленой Марчелло тоже часто появлялся, чтобы проверить, как дела у Матси. С каждым днем Матси становится все здоровее и жизнерадостнее. Ее заинтриговывает окружающая обстановка и ее новизна. Однажды лицо Марчелло расплылось в широкой улыбке, когда он вошел в комнату Матси, пока Хелена кормила ее. «У нас есть для тебя немного подсластителя, Матси». В его голосе зазвучали озорные нотки, и он опустился на колени, чтобы быть на одном уровне с Матси. Хелена рассказала, что рабочие, которые спасли ее, были там. Они хотели посмотреть, как у нее дела. Джоан, Педро и еще пара человек вошли в комнату. Их лица светились от предвкушения. «Приятно видеть тебя, Матси». Джоан решила заговорить, осторожно продвигаясь вперед. «Мы действительно рады видеть ваши успехи». Матси на малой скорости направилась к ним, чувствуя знакомые голоса и запахи. Питер осторожно протянул руку, и после короткой паузы Матси продолжила, позволив своему носу исследовать его ладонь.
«Она узнает нас», — изумленно воскликнул Питер. «Это замечательно». «Да, ее состояние отличное», — ответила доктор Хелена. «И благодаря вашей помощи ей становится лучше». Когда работники провели некоторое время с Матси, они были в радостном настроении, восхищаясь ее улучшением и испытывая чувство удовлетворения от того, что помогли спасти жизнь. С доктором Хеленой были проведены дополнительные обсуждения относительно предстоящего процесса и того, что необходимо для возвращения Матси в дикую природу. Хелена уточнила, что ей нужно еще несколько недель для восстановления сил. Конечная цель — убедиться, что она в хорошей физической форме и готова к самостоятельному выживанию, прежде чем ее вернут в больницу. За это время популярность Матси в больнице выросла в геометрической прогрессии. Большинство людей, приехавших навестить ее из разных мест, нашли время поприветствовать ее. Они выразили свою любовь и поддержку подарками и денежными пожертвованиями на ее выздоровление. История о ее спасении вызвала широкий резонанс, затронув чувства многих. Однажды, когда Марчелло обслуживал Матси, он заметил Хелены, какое уникальное влияние она оказала на их окружение. Каждый раз, когда он смотрел в ее сторону, это напоминало ему о том, как, казалось бы, незначительные поступки могут привести к грандиозным результатам. Хелена согласилась с ним, отметив, что это действительно так, Марчелло. Она постоянно указывает на нашу цель — оказывать помощь беспомощным и обеспечивать им достойные шансы на жизнь. Находясь на грани полного выздоровления, Матси была почти готова к возвращению в дикую природу. Все, и больничная команда, и строительная бригада, которые сначала спасли ее, с нетерпением и легкой грустью расставались с ней. Однако они понимали, что так будет лучше для Матси. Она нуждается в реинтеграции в естественную среду обитания, повторяла Хелена, наблюдая за происходящим. Матси резвилась с жевательной игрушкой. Удовлетворение от осознания того, что они внесли свой вклад в ее выживание, было бесценным. Приближаясь к назначенному дню освобождения, они предприняли необходимые меры, чтобы облегчить ее адаптацию к первоначальной среде обитания. Доктор Хелена и ее сотрудники тщательно продумали каждую деталь, от выбора идеального места для ее освобождения до прогнозирования благоприятных погодных условий. Питер выразил их общее мнение, когда они собрались, чтобы завершить приготовление. «Мы будем скучать по ней, но мысль о том, что она раскрепощена и довольна жизнью, имеет первостепенное значение». В день, специально отведенный для ее освобождения, присутствовали все участники. Персонал больницы, строительная бригада, а также несколько зрителей, которые с самого начала следили за встречей Матси. Матси, ставшая энергичной и жизнерадостной, была готова отправиться в свое новое путешествие. Доктор Хелена открыла дверцу кареты и объявила: «Давай начнем новую главу в твоей жизни, Матси. Настал твой час вернуться в свою обитель». Музи на мгновение остановилась, оглядывая окрестности, словно прощаясь со всеми. Затем изящным, ловким прыжком она вырвалась на свободу, быстро растворившись в растительности. Все стояли тихо, с сияющими лицами, наблюдая, как уходят лиса. «Счастливой жизни, Матси», — прошептала Джоан, когда лиса скрылась из виду. Вслед за ней последовали пожелания долгой и радостной жизни. По мере того, как проходили дни в заповеднике дикой природы, маленькая рыжая лисичка Матси становилась все более крепкой и уверенной в себе. Под руководством доктора Хелены команда по лечению животных внимательно следила за ее выздоровлением, чтобы убедиться, что она готова к встрече с дикой природой. Каждый товарищ по команде сыграл важную роль в выздоровлении Матси. Марчелло, с его бесконечным терпением и целеустремленностью, потратил много часов, играя с ней и создавая небольшие препятствия, чтобы развить ее врожденные инстинкты. Хелена, обладающая обширными знаниями, следила за тем, чтобы все требования к здоровью Матси соблюдались, и даже строители посещали центр при любой возможности, чтобы проведать лису, которую они спасли. «Она практически готова», — заявила доктор Хелена, наблюдая за приключениями Матси в новом дворе, созданном специально для нее. Через несколько дней ее можно будет выписать. Джоан и Педро, которые были на месте происшествия,
отправляются в веселом настроении. «Удивительно, как сильно она развилась с того дня, как мы ее обнаружили», — отметила Джоан. «Она настоящая чемпионка. На этапе восстановления Матси нельзя отрицать, что она приобрела нечто большее, чем просто физическую мощь. Она мгновенно покорила сердца и умы окружающих своей историей выживания и стойкости, превратив ее в местную сенсацию. Повседневная жизнь приюта включала в себя занятия и тренировки, чтобы подготовить Матси к возвращению в дикую природу. Марчелло использовал игрушки и припрятанную пищу, чтобы побудить лису использовать свое обоняние и навыки хищника. Он объяснил любознательным посетителям, что она должна научиться постоять за себя. Она должна быть готова к самостоятельной жизни. Одновременно доктор Хелена организовала для Матси заключительный медицинский осмотр, чтобы убедиться, что она в полном порядке. «Все выглядит превосходно», — заявила она с любезной улыбкой, просматривая результаты. Она готова к следующей главе своей жизни. Строители, которые первыми нашли Матси, также участвовали в подготовке к ее выпуску. «Мы хотим стать свидетелями ее освобождения», добавил Педро, переполненный чувствами. «Для нас было большой честью принять участие в этом путешествии, и мы с нетерпением ждем ее возвращения в естественную среду обитания», согласилась Хелена, признавая их значительный вклад. «Ты имеешь полное право быть там», подтвердила она. «Именно ты спасла ей жизнь». Наконец наступил долгожданный день освобождения Матси, и это было великолепное солнечное утро под ясным голубым небом, идеально подходящее для прощания с Матси. Посреди уединенного лесного массива, вдали от шумного города и опасностей, которые он таил в себе, толпа собралась в назначенном месте освобождения. Доктор Хелена несла сосуд с Матси, осторожно продвигаясь к месту освобождения. Она прошептала: «Ты готов, малыш?» Полностью осознавая, что в ярких, бдительных глазах Матси содержится ответ, она почувствовала, что на горизонте замаячило что-то экстраординарное. Строительная бригада, Марчелло и остальные сотрудники больницы — все они присутствовали при этом, предвкушая момент, когда Хелена осторожно откроет клетку. Матси осторожно шагнула вперед, вдыхая естественный запах и с любопытством осматриваясь по сторонам. Хелена тихонько подбадривала ее. «Иди вперед, Матси. Эта местность твоя». Маленькая лисичка прошла еще немного, затем с проворством ускорила шаг и быстро исчезла в зелени. Молчаливое наблюдение окутало группу, их эмоции представляли собой коктейль из счастья и печали. К ним пришло понимание, что они приняли правильное решение, но в то же время они были опечалены потерей близкого человека. Нарушив молчание, Джоан уверенно заявила: «Она добьется успеха, она жизнерадостная и компетентная». Педро согласился, и его глаза наполнились эмоциями. Он признался, что для него было честью разделить с ней часть ее путешествия, пусть и недолгого. Хелена заверила Педро, положив руку ему на плечо, что ты добился значительно большего, чем просто спас ее жизнь. Вы напомнили нам всем о важности сопереживания и о долге, который мы несем по отношению ко всем живым существам. Когда они начали расходиться, каждый участник был преисполнен чувства самоудовлетворения и осознания своей главной цели. История Матси была посвящена не только стойкости лисы, но и связям, которые связывают людей и животных, и тому глубокому влиянию, которое могут оказать, казалось бы, тривиальные проявления сострадания. Позже, тем же вечером в больнице, Хелена и Марчелло размышляли о том, что произошло за этот день. Явно тронутый Марчелло вспоминал, что день был феноменальным. Ее отсутствие будет ощущаться. Хелена, конечно, согласилась, но радость от осознания того, что она свободна и довольна, это наше высшее удовлетворение. Пока Матси продолжала жить своей жизнью, беспрепятственно носясь по лесу, больничная команда и бригада строителей размышляли о замечательном путешествии, частью которого они были. Они были уверены, что где бы ни находилась Матси, она будет благодарна им за заботу и новую жизнь, которую они ей подарили. Не пропустите предыдущее видео.
Нажмите сейчас на баннер справа. Увидимся в следующий раз.